Димаш, реакция. Грешная страсть. Ребята, огромный привет. Меня зовут Орлеана. Сегодня мы с вами по вашим многочисленным просьбам смотрим песню «Грешная страсть» Димаша. И, в общем-то, я реагирую, а вы мне пишите комментарии, согласны вы с моими реакциями и вообще комментариями или нет. Будет очень интересно пообщаться. Давайте без лишних слов сразу переходим к реакции. А если ты все еще не подписан на мой канал, то обязательно нажимай на красную кнопку прямо сейчас и поехали смотреть реакцию. О, если б знала ты, что мне нужна, только ты одна. Классно. Я уже привыкла, на самом деле, слушать Димаша. Ожидаю, наверное, какие-то приемы. И мне очень нравится, как он пользуется именно штрубасом. Он у него настолько естественно получается, настолько свободно и настолько объемно. Такой стиль Димашу очень подходит, потому что мы с вами уже много об этом говорили в прошлые разы, что Димаш, вот он тот певец, который поет именно душой. Из любой мелодии, из любой песни делает шедевр. Но в стуже сердце озарила, как весна, только ты одна. Мне нравится вот эта вот фразировка такая свободная, да, которая как-то, знаете, вот она освобождает слушателя. И сколько вокруг воздуха, сколько вокруг пространства, сколько вокруг хорошего, вот когда эту музыку слушаешь. Долгим огнем пылать в огне ненастье. Дай мне субтоном. Он берет субтоном, то есть там включается головной звук с воздухом. Очень объемный у него этот субтон получается за счет того, что много воздуха дает. И очень открытая позиция, да, вот он использует. Полное какое-то расслабление чувствуется, когда он это делает. Ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. Ну, а вот здесь уже включается его академическая школа. Дай мне, дай мне. В общем-то, купол, да, стабильный звук. Ночь сомкнула ресницы, и вокруг тишина. Ребята, сейчас, пожалуйста, не обессудьте то, что я скажу, но я скажу, потому что, ну, то, что у меня рождается, какие мысли, я же для этого сейчас и записываю реакцию. И если какие-то сравнения у меня вдруг возникают, то я тоже хотела бы с вами ими поделиться, потому что, ну, вдруг у вас такие же, будет очень интересно. Сейчас вот начало этой строчки, ну, как и в какой-то прошлой реакции, мне очень сильно по тембру напомнило Диму Билана. Вот я не знаю, ребята, я сейчас просто скажу, что у меня уже второй раз возникает такое ощущение, что прямо краска голоса, как у Димы Билана была. Вот первые две фразы вот сейчас, да. И, ребят, если у вас такое же вдруг у кого-то есть ощущение, то, пожалуйста, напишите в комментариях, будет интересно пообщаться. Или у меня у одной вот такое сравнение вдруг. А здесь, ребята, это уже эстрадный звук, да, здесь уже такого купола, его нету, здесь уже такая открытая позиция, горизонталь, такая, не вертикаль он идет, а именно в горизонталь. Та-та-та, та-та-та, да-да-да-да. Да, то есть она как бы расширяется, а не удлиняется этот звук. Димаш это такой своеобразный жонглер, как мы с вами тоже уже об этом говорили, жонглер своего голоса. Песня на русском языке, и Димаш потрясающе поет на русском, у него потрясающая фразировка. Ну, я уж не говорю про, уже больше не буду говорить про то, что он очень душевно поет, да, максимальное душевное движение. И здесь вот мне нравится то, как он именно бережно относится к русскому языку, к русским словам. А вот это вот были мелизмы, да. Ну, я сейчас примерно. Слушайте, ребят, а сейчас я вообще не поняла. Похоже на микст. Он какой-то
какой-то такой интересный. Что я даже сомневаюсь. Дай, дай мне, дай мне, дай мне. То есть он, с одной стороны, вроде бы такой не академичный звук, а с другой стороны, очень звенящий головной. Даже не могу сказать вам сейчас определение, как можно назвать, потому что, ну, вообще микст, вообще это микст. Но микс какой-то необычный. Академ. Я поняла, кстати, ребята, знаете, что сейчас еще фишку? Уже не в первой песне я это вижу. Что он прямо вот повторные фразы, вот это потрясающе. Это действительно тот человек, которого можно назвать жонглером. Первую фразу он спел «Да, дай мне». Ну, это я сейчас пародирую академ-вокал, у меня нету академ-вокала, я ему не училась. «Дай мне, дай мне». А вторую он поет эстрадным микстом, да, таким с натяжением хорошим. Вот уже было такое. Вот я точно говорю, что в предыдущих моих реакциях, ребят, если вы еще не смотрели мои реакции на Димаша, я их собрала специально в отдельный плейлист, поэтому нажимайте вот сюда. Там будет как раз-таки плейлист с моими предыдущими реакциями на песни Димаша. Вот. И там я уже про это говорила, что у него повторные фразы он использовал так, что первую фразу он поет академичным звуком, а потом эстрадным. Ну и вот здесь уже пошла характерная вот эта вставка, да, вокалиса в середине в песне, в кульминации. То есть там, где максимальное напряжение уже, да, вот зритель, когда смотрит, уже ждет прям максимальной энергии. Вот здесь включается академический оперный вокализ. Интересно, как необычная мелодия. И супер высокие ноты, но это уже ожидаемо. Артистам, конечно, в идеале надо иметь вот некую гибкость, чтобы уметь вставлять что-то еще необычное, да, потому что даже если это супер высокие ноты, супер нереальные какие-то голосовые пределы, то все равно так или иначе зритель постепенно к ним будет привыкать. Вот у меня сейчас, например, такое состояние, что я уже не воспринимаю эти ноты как супер высокие, что это что-то вау, потому что я уже это слышала. Но тем не менее, конечно, я преклоняюсь перед Димашем, перед его талантом и вокальной техникой, и вообще гениальностью вокальной, я бы сказала даже, да. Просто это так сейчас уже, наверное, за прослушиванием там 3-й, 4-й, 5-й песни я понимаю, что уже не такое впечатление производят эти ноты, как, вот, например, в предыдущих песнях. Вот, а вот что-то пошло необычное, да? А вот, ребята, кстати, вот что я и сказала, да, Димаш прям как будто бы услышал сейчас, что нужно чем-то удивлять. То есть вот этого я еще не слышала. Это уже такой этнический, народный вокал, здесь он уже народные краски вставляет, да. Тоже это такое, ну вот именно свое национальное пение, да, со своими красками. Я думаю, что народный казахский вокал, как у нас есть русский народный, да, вот это прям, да, это то, чего, наверное, сейчас вот сюда не хватало. О май гад. И да, это было просто супер виртуозный выход. После вот этого этнической вставки он вдруг начал петь сначала полуакадемическим звуком, потом миксом мощнейшим с максимальным натяжением. Ну вот там, в общем, были вот эти вот голосовые пассажи, да, и очень много нот мелких, опеваний, мелизматика. Это, конечно, да, это вообще супер виртуозно было. И самое удивительное, что это было максимально чисто. Там не было ни одной какой-то левой корявой ноты. Там все было прям максимально чистенько спето. Все нотки в опеваниях, они были на месте. Шок. Это шок.
Ну, вот здесь бэк-вокал уже включился, естественно, что чтобы Димаш мог развить свою тему, и ему, конечно же, потребовалось, чтобы кто-то пел вот этот вот повторяющийся припев, да, и бэк-вокал там эту функцию выполняет. Да, это, конечно, вот я теперь поняла, почему так много людей мне в комментариях написали, попросили сделать реакцию вот именно на эту песню. Потому что, наверное, если бы не вот это место, я бы подумала, ну и почему вы именно ее попросили сделать. А тут я понимаю, это вообще шок. Какой нужно иметь диапазон красок, голоса, артистизма, чтобы вот так вот все время что-то добавлять новое, чтобы не наскучить зрителю, да, даже если это супер круто и виртуозно. Естественно, он задрал планку, и кому-то от этого грустно, что они так не могут. Но, с другой стороны, заниматься это могут все, да, повышать свой уровень. Потрясающе. Да, ребята. Сейчас досмотрела видео до конца. Димаш, конечно, потрясающее впечатление производит, потому что он очень приятный именно как человек, это видно. Когда он начинает еще что-то говорить, слова благодарности зрителю, музыкантам, которые были вместе с ним на сцене, как-то вот прям сразу чувствуешь вот эту глубину его души и понимаешь, что вот все не просто так. Вот этот человек действительно не просто так заслужил такую огромную признательность, признание по всему миру, такую популярность, и это прям очень сильно радует, потому что когда смотришь вообще, что находится в трендах даже того же самого Ютуба по музыке, просто поражаешься, думаешь, господи, и вот что они, эти музыканты, несут в массы молодому поколению, да, что они воспитывают. Ну, я не знаю, как это назвать, да, то есть это не ценности, антиценности какие-то воспитывают. И понятное дело, что там все коммерческий интерес, и раз уж, как мы говорим, people have it, значит, ну, это действительно смотрит, это нравится. Но ты понимаешь, какой же след оставляют эти музыканты? Ну, я не говорю про всех, ребята, конечно, не про всех, есть и достойные, которые меня очень сильно восхищают, и я понимаю, что вот это тоже уровень. Но, к сожалению, много и, знаете, такой вот прямо шелухи в трендах. Но я думаю, что те, кто меня смотрят, вы это сами понимаете. Как правило, меня смотрят те зрители, которые в какой-то степени ценностно, наверное, в одном со мной направлении смотрят. Вот. Так что, конечно, Димаш потрясающий артист, и ну, преклоняться перед ним можно бесконечное количество раз, и это все будет мало. Спасибо огромное, подписчики, что попросили меня сделать реакцию на эту песню. Я получила огромное действительно удовольствие, какое-то, знаете, культурное удовлетворение, потому что это так приятно, что такая музыка и такое исполнение, такой артист, он популярен. Это все-таки значит, что ну, не все так плохо у нас на эстраде. А все-таки есть действительно уникальные артисты, которые пробивают себе дорогу и которые по достоинству оцениваются. Это очень сильно вдохновляет. Спасибо огромное и Димашу, и моим подписчикам, моим зрителям. Ну а если ты первый раз на моем канале, еще не смотрел реакции или уроки по вокалу от меня, то скорее подписывайся на канал, потому что здесь ты найдешь очень-очень много интересного, если ты хочешь научиться петь, если ты уже поешь, но хочешь повысить свой вокальный уровень, или ищешь распевки и упражнения для голоса. А может быть, тебе просто интересно повышать свой уровень теоретически и смотреть реакции, потому что я как педагог по вокалу, естественно, реагирую как педагог по вокалу. Поэтому оставайся здесь, а если это видео очень понравилось тебе, пожалуйста, поделись им со своими друзьями в социальных сетях, я буду тебе очень признательна. А с тобой была Харлианна. Увидимся.